Представьте, что это происходит под ликующие возгласы тысяч зрителей. Вспыхивают сценические огни, гремит музыка, и вдруг появляется угроза, которая заставляет замолчать весь фандом. Это не обычные сплетни. Не пустяковая онлайн-ненависть. Это быстро распространяющееся экстренное предупреждение, в центре внимания которого находится одно имя – Ви из BTS. За последние несколько часов социальные сети были наводнены сообщениями о серьезной угрозе безопасности Ви. Распространялся слух о том, что кто-то якобы открыто выражал опасные намерения во время прямой трансляции. Эти слова были записаны, распространены и вызвали панику среди фанатов. Реакция разразилась взрывом. AR и MUAI со всего мира объединились, вторя одному общему мнению: звездочка, к этому нельзя относиться легкомысленно, звездочка. Появились предупреждающие теги, аккаунты были помечены как нарушающие правила, и призывы к немедленным действиям стали громче. Для них это не просто онлайн-драма, это вопрос жизни и безопасности. Ситуация усугубляется тем, что этот слух появился накануне крупного концертного сезона, где соберутся тысячи людей. В истории индустрии развлечений даже малейшая угроза, если ее игнорировать, может привести к трагедии. Поэтому многие требуют принятия превентивных мер на ранней стадии, пока не стало слишком поздно. На сегодняшний день официального подтверждения достоверности этих обвинений не поступало. Но ясно одно – мир наблюдает. Когда ненависть перерастает в угрозы, молчание больше не вариант. Это суровое напоминание о том, что за блеском и гламуром сцены есть границы, которые никто не может переступать. За кулисами опасения исходят не только от фанатов. Угрозы, какими бы незначительными они ни были, это кошмар для мировой индустрии развлечений. Один пост может вызвать массовую панику, один слух может превратить атмосферу концерта из праздничной в напряженную. Поэтому многие считают, что дело не в том, кто прав, а кто виноват, а в бескомпромиссном вопросе безопасности. Социальные сети, как всегда, это палка о двух концах. С одной стороны, они служат системой быстрого оповещения, объединяя миллионы людей за считанные минуты. С другой стороны, они также усиливают страх. Каждый скриншот, каждый видеоролик и каждая опубликованная история добавляют еще один слой тревоги. Наибольшую тревогу вызывает нормализация угроз. Многие фанаты чувствуют, что грань между языком ненависти и реальными угрозами размывается. Сегодня это просто слово, завтра – действие. Именно поэтому призывы сообщать о подозрительных аккаунтах и усиливать меры безопасности продолжают звучать. Для миллионов людей Ви – это больше, чем просто кумир. Он – символ, источник вдохновения и часть их жизни. Когда это имя оказывается втянутым в водоворот угроз, страх становится коллективным. Эта обеспокоенность не преувеличена, она рождена любовью и желанием защитить. Теперь все взгляды прикованы к следующему шагу. Будет ли это предупреждение воспринято всерьез? Или оно пройдет как очередная буря в социальных сетях? Одно можно сказать наверняка. В мире, который так быстро меняется, игнорирование предупреждений может стать роковой ошибкой. В подобных ситуациях молчание кажется наиболее опасным. Многие фанаты считают, что высказывание своего мнения, несмотря на риск быть неправильно понятым, единственный способ гарантировать, что угроза не будет затмена шумом вирусного контента. Как показывает история, о проигнорированных предупреждениях часто сожалеют только тогда, когда уже слишком поздно. Теперь призыв ясен – провести расследование, усилить меры безопасности и принять максимально возможные меры предосторожности. Не из-за чрезмерного страха, а потому что безопасность не знает излишеств. В реальном мире даже небольшая ошибка может иметь серьезные последствия. Для фанатов это также момент горького размышления о том, как ненависть, одержимость и слухи могут превратиться в нечто гораздо более мрачное. Граница между фантазией, фанатизмом и реальной угрозой становится все тоньше, и когда эта грань пересекается, страдают все. На фоне всего этого остается одна надежда – коллективная бдительность может предотвратить худшее. Голосы миллионов, объединенных не для нападения, а для защиты, могут предотвратить опасность еще до того, как она станет реальностью.
Потому что в конечном счете речь идет не просто об одном кумире, одном концерте или одном вирусном слухе. Речь идет о пределах человеческих возможностей. О послании, которое необходимо четко подчеркнуть. Угрозы – это не развлечение, ненависть – это не мнение, и безопасность никогда не должна быть под угрозой. В цифровую эпоху угрозы больше не имеют четкого облика. Они появляются в виде обрывков предложений, смайликов и коротких, легко удаляемых сообщений, но их следы остаются. Именно это вызывает тревогу у многих. Сегодня опасности не всегда кричат, иногда они лишь шепчут, прежде чем нанести удар. Для мировой индустрии развлечений подобные ситуации – настоящее испытание. Огромная популярность приносит счастье, но также выявляет самые темные стороны публичности. Каждая мера безопасности, каждое решение теперь требует больше бдительности, чем когда-либо. Поклонники также находятся на сложном перепутье. Между желанием защитить и страхом распространения слухов они выбирают одну общую позицию – не молчать. Для них бдительность – это форма любви, а не паники. Однако среди волны эмоций вырисовывается одно важное послание – осторожность. Не все, что распространяется, правда, и не каждый страх следует встречать гневом. Именно здесь проверяется коллективная зрелость между защитой без вреда и высказыванием своего мнения без осуждения. Этот случай также открывает более широкую дискуссию о границах. О том, как свобода выражения заканчивается, когда под угрозой оказывается безопасность других. О том, как платформы, организации и общественность несут общую ответственность за поддержание безопасного пространства. За камерами и броскими заголовками стоят реальные люди с уязвимыми семьями, коллегами и жизнями. Помнить об этом крайне важно, чтобы сочувствие не было потеряно в сенсационализме. Со временем общественность может получить разъяснение, официальное заявление или даже доказательство того, что эти опасения не обоснованы. Но до тех пор бдительность остается наиболее разумным вариантом. Потому что во многих крупных трагедиях всегда есть одна общая черта – ранние предупреждающие знаки часто игнорируются. И когда упускается возможность действовать, приходит сожаление. Таким образом, эта история – не призыв к панике, а призыв к заботе. К тому, чтобы каждый концерт оставался праздником, каждая сцена оставалась безопасным пространством, и каждый артист мог выступать без тени угрозы. В конце концов, мир может забыть эти слухи. Но то, какое отношение мы сегодня займем, бдительность, ответственность и человечность, определит, извлечем ли мы уроки из своих страхов или просто будем ждать, пока они станут реальностью. В условиях неустанного потока информации один урок становится все более очевидным. Бдительность – это не признак страха, а признак зрелости. Мир развлечений, которым мы наслаждаемся сегодня, может выжить только в том случае, если все стороны – платформы, агентства, зрители – возьмут на себя ответственность за каждое действие и слово. Безопасность – это не забота одного человека. Это результат коллективных усилий, гибких систем, быстрых решений и сообщества, которое отказывается нормализовать угрозы любого рода. Когда все элементы движутся в унисон, потенциальные опасности можно предотвратить до того, как они станут реальностью. Этот момент, каким бы ни был исход, запомнится как напоминание о том, что никакая популярность не должна ставить под угрозу безопасность. Что яркая сцена всегда должна опираться на прочный фундамент защиты. А для миллионов, наблюдающих издалека, это призыв выбрать сочувствие, а не сенсационализм. Фильтровать информацию перед тем, как ею поделиться, и понимать, что за каждой новостью скрывается реальное влияние на реальных людей. Потому что в конечном итоге важнее не то, как быстро распространяется слух, а то, насколько твердо мы противостоим угрозе. Ради безопасности, ради человечества и для того, чтобы музыка, сцена и мечты оставались безопасным пространством для всех. Среди всей тревоги, суеты и шума вокруг его имени звучит одна искренняя молитва из сердец миллионов. Пусть Ви всегда будет защищен, наделен силой и убереген от всякого вреда. Пусть каждый его шаг будет безопасным, каждая сцена будет наполнена светом, и каждый день будет прожит в спокойствии. Потому что он больше, чем просто звезда, он человек, заслуживающий безопасности, мира и доброты сегодня, завтра и всегда. Фиолетовое сердце.